Есть 9 стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, но в последнее время все глаза были на Германии и Дании, так как на этом маленьком клочке между ними было много активности. У берегов двух стран появилась искусственная суша с каналами, ведущими в море. Временами на горизонте появлялось до 70 судов, и они курсировали не просто ради развлечения. Со дна моря было поднято 211 миллионов кубических метров грунта и горных пород. Был построен завод площадью около 3 миллиона квадратных метров, и одновременно открылись два порта, способные принимать около 100 тысяч различных материалов в неделю. Для чего все это, особенно в таких огромных масштабах? Что ж, это один из крупнейших инфраструктурных проектов в истории Европы, который побьет несколько рекордов и потребует инвестиций в размере 10 миллиардов евро. Давайте посмотрим, что придумали Германия и Дания. Знаете, что доказывает, что проект действительно полезен? Когда люди обдумывали это в течение многих лет. Итак, сегодня мы поговорим о проекте, который фигурировал в документах инженеров и высокопоставленных чиновников еще в 90-х годах. Посмотрите на карту. На одной стороне немецкий остров Фемарн. С другой стороны Лоланд, четвертый по величине остров Дании, и единственное сообщение между ними – паром. Это означает, что вам придется немного подождать, пока появится водный транспорт, а потом ехать довольно долго. Да, 45 минут на пароме – это еще не конец света, но для многих людей они все равно кажутся долгими. Кроме того, паромы – это не совсем тот вид транспорта, который хорошо защищен от непогоды, поэтому в какой-то момент все сообщение может просто прекратиться, что приведет к многочасовым задержкам. В конце концов, две страны решили построить мост, чтобы избежать всех проблем с паромным сообщением. Согласно плану, это должно было быть сооружение протяженностью 19 километров с четырехполосным шоссе и двумя электрифицированными железнодорожными путями. Они также запланировали установить 4 опоры у основания моста высотой около 275 метров с вертикальным зазором около 64 метров, чтобы океанские суда могли проходить под ними. Короче говоря, проектировщики официально заявили, что такой мост слишком сложен. Они также добавили, что с точки зрения затрат особой разницы не будет, поскольку мост оценивался в 5,2 миллиарда евро, а туннель в 5,5 миллиарда евро. И тогда сроки строительства были примерно одинаковыми. Они планировали построить туннель за 6,5 лет, а мост за 5,9 лет, так что туннель был идеальным решением. И именно этим они и занялись. Предполагается, что длина туннеля составит 17 километров. Что это значит? Огромное количество строительных материалов. Вы не можете доставить все это на строительную площадку за один раз, а перевозка издалека занимает слишком много времени и обходится слишком дорого. Поэтому они решили провести массу подготовительных работ, которые начались еще в 2019 году и были направлены на установку всего необходимого для строительства нового здания. Прокладывайте туннель, не тратя впустую массу времени и денег. Вот как был построен завод. Да, проект настолько масштабный, что для ускорения работ им пришлось построить такой большой цех. Более того, площадь завода составляет около 11 миллионов квадратных футов. Там они установили 6 производственных линий для изготовления как стандартных, так и изготовленных на заказ компонентов, которые составляют основу конструкции туннеля. Кстати, это крупнейший завод такого рода в мире. На самом деле особого выбора здесь не было, поскольку каждая часть будущего туннеля представляет собой массивную конструкцию, и тащить что-то подобное издалека было бы настоящей головной болью. Итак, каждая секция изготовлена из сборного железобетона,
имеет длину 213 метров и прямоугольное поперечное сечение примерно 40 метров в ширину и 10 метров в высоту. Вес каждой секции огромен — 73 500 тонн. Если вам кажется, что это немного, просто представьте себе это. Это почти столько же, сколько весит круизный лайнер МС «Зуттердам», который перевозит более 2000 пассажиров. Эта конструкция весит 82 тысячи тонн. Как уже говорилось, для реализации проекта требуется 79 секций. Вы понимаете, насколько сложной и трудоемкой будет их транспортировка на строительную площадку? Они построили завод именно для того, чтобы избежать этого. Сейчас он находится на острове Лоланд, так что до строительной площадки очень близко. Завод, конечно, свидетельствует о масштабности проекта, но у Фурман АЭС есть еще больше — целая гавань. Этот объект позволит транспортировать различные материалы, необходимые для строительства туннеля, и создавать эти огромные секции непосредственно морским путем на строительную площадку. Камень, песок, гравий, сталь — все это требуется в огромных количествах. Поэтому проектировщики поняли, что грузовой транспорт не самое эффективное решение. Только представьте, гавань была построена с первоначальным расчетом на перевалку до 80 тысяч тонн сырья в неделю. Грузовики не очень практичны для такого объема. На немецкой стороне, в Путгардене, также был построен небольшой причал для транспортировки материалов, необходимых для строительства туннеля. В целом, вся инфраструктура находится рядом. Кроме того, для рабочих были созданы все удобства, большие жилые помещения, а также офисные и административные здания. Из окон всех этих зданий можно было видеть, как подобные корабли прибывали на строительную площадку. На пике своего развития количество таких судов в районе туннеля Фемарнбельт достигало 70, и все они занимались одним делом — рыли дно пролива между Лоландом и Фемарном. Или, выражаясь более профессионально, они проводили дноуглубительные работы. Среди судов были земснаряды различных типов, такие как грейферные земснаряды и прицепные земснаряды-всасыватели, суда для расчистки валунов и специализированные понтоны. Все суда даже прошли несколько специальных модернизаций, поскольку дно между Данией и Германией представляет собой сложную смесь различных типов грунта, от мягкой глины до твердого известняка. В конце концов, десятки судов завершили все работы в 2024 году. В результате получилась 18-километровая траншея шириной от 40 до 50 метров и глубиной от 11 до 15 метров. В общей сложности со дна было извлечено 211 миллионов кубических метров грунта, и вместо того, чтобы сбрасывать его в другое место, они решили использовать его для другого проекта у побережья Радбихона, создав 741 акар новой земли. Как говорят участники проекта, со временем эта земля превратится в сочетание природы и зон отдыха с пляжами и пешеходными тропами. Итак, какова была цель этой траншеи? Дело в том, что они решили не просто укладывать секции туннеля на дно, а разместить их на глубине около 40 метров. Таким образом, подводный маршрут будет лучше защищен от различных повреждений. На данный момент все готово для начала работ по строительству туннеля. Завод, порты и строительная площадка, которые в конечном итоге превратятся во входы в подводный туннель. Один был сделан на датской стороне, на острове Лоланд, а другой — на острове Фемарн. Оба входа примерно одинаковые, поэтому на них было потрачено одинаковое количество усилий и времени. Первые готовые секции туннеля уже покинули завод в Рудбихольме. Сейчас все только и ждут разрешения приступить к укладке конструкции. Как только это произойдет,
начнется самая важная часть проекта стоимостью 10 миллиардов евро — строительство туннеля, который, как говорят, станет самым длинным совмещенным автомобильным и железнодорожным туннелем в мире. Это также будет самый длинный подводный автомобильный туннель в мире, самый глубокий подводный туннель с автомобильным и железнодорожным сообщением, второй по глубине бетонный подводный туннель, а также пара небольших рекордов. Все это будет частью туннеля, соединяющего Фемарн и Лоланд. Осталось совсем немного времени. Компания Фехмарн АЭС обещает, что укладка секции начнется в 2025 году. Для выполнения работ будут использованы два таких погружных понтона. Они будут прикреплены к обоим концам секции, а затем небольшая флотилия буксиров доставит их на место по заполненной гравием траншее, о которой мы говорили ранее. Все погружение будет осуществляться не дистанционно, как можно было бы ожидать, а из диспетчерской на борту понтонов, которой управляет команда из 22 человек. Спуск будет осуществляться с помощью стальных тросовых лебедок общей протяженностью более 200 километров, а стабильность и безопасность процесса будут зависеть от балластных цистерн, заполненных водой. И это все? Конечно, нет. Потому что секции также должны быть правильно соединены друг с другом, а не просто лежать рядом. Для этого будут использоваться подводные камеры и специальное оборудование для позиционирования, чтобы установить каждую часть туннеля на место с точностью до 0,1 дюйма. Естественно, между секциями будут установлены резиновые прокладки, рассчитанные на 120 лет эксплуатации. В конечном итоге весь подводный маршрут будет засыпан грунтом, который был извлечен при прокладке траншеи. Таким образом, по сути, это будет как подводный, так и подземный маршрут. И вот еще один факт, который показывает, насколько сложна каждая отдельная задача, связанная со строительством пояса Фемарн. Транспортировка и установка одной секции займет 40 минут. В связи с этим, естественно, возникает вопрос. Если проект сопряжен с таким количеством задач, начиная с рытья траншеи и заканчивая укладкой грунта поверх туннеля, то когда же он будет фактически завершен? Еще в 2017 году они говорили о 2021 году, затем в 2014 году они назвали 2024 год финишной чертой. Год спустя они сказали дождаться 2028 года, а после этого в 2020 году они назначили окончательную дату — 2029 год. И многие с нетерпением ждут этого года, потому что рекордный подводный маршрут принесет массу преимуществ. Начнем с того, что прямо сейчас, чтобы добраться из Ла-Алена в Фемарн, нужно сесть на паром и ехать на нем 45 минут. Когда проект будет завершен, все, что потребуется, это въехать в туннель, а затем провести за рулем всего 10 минут. Согласитесь, это значительно экономит время. Машины нет, но вы все равно хотите пересечь пролив. Нет проблем, вы доберетесь туда по высокоскоростной железной дороге, где поезда развивают скорость 124 мили в час и преодолевают весь участок всего за 7 минут. А теперь взгляните сюда. Вот столица Дании Копенгаген, а вот и крупный немецкий город Гамбург. По сути, это два ключевых местных города, которые входят в число главных достопримечательностей, посещаемых туристами при посещении Дании и Германии. Кроме того, местные жители часто путешествуют между этими двумя городами по одной простой причине – они самые населенные. В Копенгагене, столице и крупнейшем городе Дании, по состоянию на 2024 год проживало 768 тысяч человек, а Гамбург является вторым по численности населения городом Германии, в котором проживает 1,78 миллиона человек. На данный момент дорога из одного города в другой занимает около 4 часов 40 минут.
Но благодаря новому подводному туннелю время в пути сократится до 2 часов 30 минут благодаря новым маршрутам. Тем не менее, несмотря на основные преимущества новой подводной связи, есть и некоторые проблемы. Как это обычно бывает, рытье траншей и заливка большого количества бетона наносят ущерб окружающей среде. В данном случае мы говорим о рифах, которые, несомненно, были на пути судов, занимающихся рытьем траншей. Первоначально предполагалось, что строительство никоим образом не затронет рифы. Да, они могут находиться недалеко от острова Фемарн, но предположительно далеко от зоны строительства туннеля. Однако в 2020 году выяснилось, что все было не совсем так, как описывалось ранее. Исследователи из Кильского университета показали, что есть 3 рифоподобных района обитания, расположенных недалеко от запланированного подводного маршрута. Союз охраны природы и биоразнообразия Германии сообщил, что вдоль трассы строительства есть по меньшей мере 4 зоны, где обитают морские водоросли, губки, мидии, крабы и рыба, и ни одна из них не была упомянута в проектной документации. В конце концов, жалобы дошли до Федерального административного суда в Лейпциге, который в 2022 году приостановил строительство в районе рифов. Но радость экологических групп длилась недолго. Довольно скоро все ограничения на строительство были сняты, несмотря на то, что рифы могли быть утрачены. Они даже назвали конкретные цифры, показывающие, сколько рифов может исчезнуть — 23 акра. Итак, почему строительство было разрешено? Компания Фемарн АЭС пообещала построить новый каменный риф площадью 105 акров к юго-востоку от места строительства туннеля. Обычные местные жители также были недовольны проектом. Они утверждали, что это будет стоить людям работы. Вы помните, что без пояса Фемарн единственный способ пересечь пролив — это на пароме, верно? Итак, между двумя островами совершается 315 рейсов в неделю, по 45 в день. К сожалению, паромы, которые ходят сами по себе, все еще являются делом будущего. На данный момент ими управляют люди, что означает, что паромная система предлагает множество рабочих мест. Вы можете возразить на это, сказав, что строительство само по себе создает огромное количество рабочих мест. Но это краткосрочно, потому что в какой-то момент процесс будет завершен. Экономика — это еще одна проблема, в которой обвиняют проект. Некоторые эксперты считают, что новый маршрут может оказаться экономически неоправданным, поскольку прогнозы по пассажиропотоку и грузоперевозкам завышены. Существует высокий риск того, что инвестиции просто не окупятся. Конечно, новый маршрут не будет бесплатным, поскольку необходимо возместить огромные затраты в размере 10 миллиардов евро. Стоимость проезда пока неизвестна, поскольку правительства Германии и Дании примут решение об этом ближе к открытию туннеля для транспорта. Однако давайте представим, что цена за переправу с одного берега на другой будет такой же, как и за проезд по туннелю, соединяющему мост Эресун. Копенгаген и шведский город Мальме — 61 евро. Это небольшая сумма, которая быстро окупится. И мы также должны понимать, что цена может оказаться намного выше, потому что никто не знает, с какими трудностями может столкнуться проект до завершения строительства. Здесь мы говорим не только о негативных аспектах, но и о положительных, потому что, возможно, на острове Фемарн появится еще один туннель. Если это произойдет, строительством будет полностью заниматься Германия, поскольку после завершения проекта новый маршрут соединит материковую Германию с островом Фемарн. Давайте посмотрим поближе. Как вы можете видеть, здесь уже есть мост, соединяющий остров с материковой Германией. Сооружение было построено еще в 1958 году. Его длина составляет 1000 метров,
а арочный мост длиной 240 метров соединяет автомобильную и железную дороги на протяжении 1200 метров по прямой. Основной пролет находится на высоте 21 метр над уровнем моря, что позволяет проходить под ним судам. Ширина составляет 20 метров, из которых 7 метров отведены под одноколейную железную дорогу, а остальные — под пешеходную дорожку и двухполосную дорогу. В целом ничего особенного, за исключением того, что под подъездной дорогой со стороны материка находятся 6 бункеров для хранения взрывчатых веществ, которые могут быть использованы в случае вторжения. В конце концов, мост был построен во времена Холодной войны. В 2023 году Германия провела реконструкцию моста, заменив все стальные тросы, но это не решило главной проблемы. Это сооружение было построено в прошлом веке с учетом обстоятельств того времени, то есть предполагалось, что по мосту будет проезжать гораздо меньше автомобилей и поездов, потому что в то время в Германии жило меньше людей. А потом, через некоторое время, появится туннель, облегчающий передвижение между странами, что явно привлечет туристов. Короче говоря, мост явно будет с трудом выполнять свою работу. Эта проблема была продемонстрирована еще в 2010 году, когда мост испытывали под нагрузкой. Загрузка. В то время был сделан вывод, что конструкция существующего моста не выдержит возросших нагрузок. В результате возникла необходимость подумать о том, что можно было бы сделать в этой ситуации. Среди вариантов были строительство комбинированного моста как для железной дороги, так и для шоссе, строительство двух отдельных мостов, строительство комбинированного подводного туннеля. В конце концов, как вы уже можете догадаться, они пришли к выводу, что им необходимо построить туннель. Этот подводный маршрут можно считать младшим братом того, о котором мы говорили ранее. Его длина составит всего 1673 метра, ориентировочная стоимость — 714 миллионов евро, а срок строительства составит от 2,5 до 3 лет. Более того, этот младший брат будет очень похож на старшего. Дизайн туннеля будет очень похож на дизайн ленточного туннеля Фемарн. Они даже предлагают использовать тот же завод, где они в настоящее время изготавливают элементы для пути, соединяющего Германию и Данию, для создания секций для туннеля меньшего размера. К тому же им не придется сильно перегружать его, потому что для туннеля меньшего размера потребуется гораздо меньше секций. Когда это будет закончено? Проектировщики планируют завершить работы к 2028 году. Однако, как и в случае с туннелем между двумя странами, сроки могут несколько раз переноситься. Проект непростой, несмотря на то, что он гораздо меньшего масштаба, к тому же он еще даже не запущен. Запуск запланирован на 2026 год, поэтому дата начала может откладываться бесчисленное количество раз. Но однажды этот подводный маршрут закончен, он, безусловно, будет очень полезным дополнением к инфраструктуре, соединяющей Германию и Данию.